Дорогие зрители Тельцы, постоянные новые, здравствуйте. У нас гадание на сентябрь 2022 года, который меняет сезон, который открывает учебный и деловой год. Время это может быть болезненным из-за того, что оно, конечно, очень переменное, нестабильное. Для вас будут карты гигантская Кроули. Очень хорошие карты, откровенные, понятные, а самое главное большие. Можно бесконечно вот эти вот иллюстрации здесь рассматривать. А из моей коллекции винтажных украшений выбираю для каждого знака что-то. Но для Тельца и думать нечего. Вам самое лучшее, вам самое ценное. Смотрите. Вот такое вот колье, абсолютно каменное. Ну, понятно, что это я намекаю на принадлежность к стихии, потому что Телец, земля, камень. Смотрите, вот это вот колье, оно действительно ценное, оно действительно старинное, и оно просто потрясающе смотрится. Вот вообразите, примерьте его на себя. Вот. Это очень тельцовское украшение. Оно гармоничное, потому что вы знаете, да, что круг – это самая гармоничная геометрическая фигура. Не случайно все планеты во Вселенной имеют шарообразную форму, а не квадратную, да, или не треугольную какую-то. Вот, смотрите, да, вот это вот, мне кажется, это украшение прям такие воплощения какой-то гармонии, надежности и драгоценности, что ли, любого тельца. Вот так вот. Ну, а теперь карты. Позадавайте пока картам свои вопросы, чтобы это гадание оказалось более вашим личным и менее таким вот общим. Спрашивайте, не стесняйтесь, мы все расскажем. Чего вы ждете от работы, чего вы ждете от любви, куда вы собираетесь поехать, что вы собираетесь выбрать в этой жизни. В сентябре все может быть достаточно по-разному, да, и неплохо. Однако помните, что с 10 числа наш любимый Меркурий, планета, которая выбирает за нас каждый день, становится ретроградным. Продержится он в этом обратном движении до 2 или до 3 октября. Поэтому влияние ретро-Меркурия тоже достаточно разное. Тут заранее для каждого человека предсказать это все сложно. Но на всякий случай имейте в виду, что с 10 сентября мир вокруг как будто бы немножко становится с ног на голову. И все становится обратным, другим. Например, прежде невыгодные, безнадежные проекты и сделки вдруг оказываются, наоборот, очень выгодными. А то, во что вы верили, и то, что с гарантией должно было к вам прийти, наоборот, терпит крах и уходит, и вы это теряете. Под ретро-Меркурием мы находим то, что не надеялись найти, но и теряем там, где даже не думали потерять. Вот в чем его хитрость этого ретро-Меркурия. Так, ну теперь карта для Тельца с замиранием сердца. Давайте я достаю. Расклад на 12 домов гороскопа. Ох ты, как мы начинаем. Как мы начинаем? Ну, это нейтральная карта. Она лежит... Она ждет своего часа до конца расклада. А пока 12 карт, которые вам описывают вашу... Ну, посмотрите, какая заявочка, да? Сразу. Ого! Очень, очень пока все. Неплохо, да? И последовательно первый дом. Первый дом. Он вообще так и называется гороскоп, потому что он, да, открывает зодиакальный пояс, открывает гороскоп. Сюда попадаете вы сами, сам человек. Это ваше физическое тело, здоровье, состояние,
то, насколько вы себе нравитесь и насколько вы реализуете свои какие-то жизненные задачи. Но это опять же по вашим субъективным каким-то ощущениям. Здесь объективного ничего быть не может. Карта Дьявол в первом доме вам выпадает. Дьявол – это выбор. В первую очередь это выбор. То есть Тельцов ждет очень серьезный, жизненно важный какой-то выбор, к которому тельцы, может быть, совсем даже и не готовы, которого тельцы просто в силу обстоятельств прежних даже и не ждали. То есть судьба столкнет вас вот с необходимостью что-то выбирать. Выбирать любовь, например, выбирать партнера, или выбирать работу, или выбирать какими своими из многочисленных талантов пользоваться сейчас. Дьявол, карта, конечно, не случайно она так страшно называется, еще несет искушение. То есть искушения месяца связаны вот именно с вами самими, с вашим поведением, с вашей душой, с вашей внешностью, опять-таки. Что может вас так искусить? Вообще дьявол, если мы говорим о внешности, да, дьявол как раз карта неплохая. Может быть, он многим тельцам рассказывает, что они будут очень сильно заниматься собой, даже слишком, чрезмерно. То есть будете добиваться дьявольской красоты, вы окажетесь дьявольски привлекательными. Карта дьявола еще имеет отношение к страсти, то есть всепоглощающая страсть может накрыть вас. Ну, разберемся тоже позже в деталях. А в целом вы поняли, да? Обратите внимание, вот у вас, видите, расклад начинается со старшего аркана. И это для вас. То есть обратите внимание именно на себя. Вы выбираете не больше, не меньше, не побоюсь такого громкого слова, себя выбираете. Себя настоящую, себя будущую, себя настоящую во всех смыслах, в смысле времени и в смысле подлинности, себя подлинную. Выбираете. Дьявол – это еще и деньги, поэтому это деньги, вложенные в себя, большие суммы, потраченные на косметические процедуры, например, или на смену гардероба, вот так вот, да. Далее, ваше материальное положение. Двойка пентаклей всего лишь сообщает тельцам, что у них сойдут концы с концами. Ура! Я считаю, что это радостная, приятная новость. А двойка пентаклей, пентакли это денежная масть, поэтому и карта в масть, в кон очень на место свое легла, не обещает слишком больших прибылей. Не обещает, например, что зарплату увеличит в 10 раз, не обещают, что бизнес неожиданно станет какие-то потрясающие прибыли приносить. Но это динамический баланс. Это вот тот самый момент, видите, вот это вот два пентакля, здесь змея складывается либо в восьмерку, как хотите, либо это знак бесконечности. То есть эта карта описывает при всей своей невинности глубокие, содержательные, такие серьезные философские вещи. То есть это деньги приходят и деньги уходят. Денег утром не хватает на что-то, к вечеру они уже находятся и вам хватает. И карта очень просит это тельцов просто легко смотреть на денежные вопросы. То есть расставайтесь с деньгами легко, принимайте их легко. Не плачьте о деньгах, например, не жалейте деньги. Естественно, карта не предполагает какую-то жесткую экономию, потому что кризиса не будет, на все хватит, и будьте пока этим довольны, скажем так. А еще двойка пентаклей – это чего-то два источника доходов, две работы. Например, у вас появится вторая работа, как подработка, например, или действительно, какой-то денежный ручеек, вот такой вот второй, за счет которого вы как раз свои нужды все и покроете. Далее, знакомые родственники, третий дом, знакомые родственники, ваша повседневная жизнь. Королева пентаклей – это карта
фигурная, поэтому королева Пентаклей, безусловно, человек, женщина богатая, спокойная и очень-очень надежная. Она вам здесь предлагает подругу, родственницу неблизкую, может быть, это ваша коллега, может быть, соседка, может быть, просто знакомая. Но главное, что это женщина, которой вы очень-очень можете доверить свои материальные какие-то проблемы, трудности и вообще свое материальное будущее. Королева Пентаклей, надежная советчица, женщина может быть довольно равнодушна, но вот именно полезная, знаете, выгодная подруга, какая-то выгодная подруга. В то же время королевой Пентаклей можете быть и вы. И это ваше взаимоотношение с внешним миром, со своим собственным бытом, повседневной дороги. Это ваши, опять-таки, наряды, это то, как вы выглядите, то, как вы наряжаетесь, то, что вы покупаете, что вы выбираете. И королева Пентаклей – это просто женщина с достатком, которая уверенно смотрит в свое финансовое будущее. Так, если это вы, то получается, что вы, опять-таки, о деньгах не переживаете, и, возможно, не слишком крупные, но и не очень мелкие, да, вот покупки для дома. Потому что, деньги есть, и вы знаете, что деньги будут еще. Замечательная, стабильная, очень, в общем, приземляющая и приземленная карта, которая советует, например, меньше с друзьями или знакомыми ругаться, меньше выяснять отношения, а больше искать выгоды друг от друга. Вот так. Далее дом, семья. Необычно жрица, старший аркан вам выпадает на дом. В вопросах дома, в семье вам придется проявлять мудрость. Буквально вам предстоит превратиться в сентябре такую вот взрослую, мудрую фею, крестную. Карта жрица – это олицетворение матери в самом-самом, неприземленном ее понимании. Карта, наверное, не обещает именно материнство новое, приход нового материнства в физиологическом смысле. Но карта говорит, что вам своей мудростью, своим пониманием, под своим крылом, да, вот она у них здесь подобие крыльев какое-то образуется, да, под своим крылом придется держать, согревать и жалеть, наверное, всю семью. Многим женщинам, девушкам жрица в 4-м доме обещает, собственно, наступление, создание или приход той самой семьи, да, которой до этого не было. Потому что вот эти крупные женские карты, жрица, императрица, которая тоже, кстати, есть для вас в раскладе, всегда какой-то меняют женский статус. Женский статус. И жрица дает больше авторитет. Она говорит, что в семье вы, по разным причинам, конечно, какие-то объективные события должны произойти, вы будете авторитетом, вас будут слушать, вы будете многое решать, от вашего мнения много будет зависеть. И еще и жрица имеет магические ведь возможности, магические способности. И карта говорит, что над своей семьей, над благополучием дома у вас получится буквально колдовать, какими-то мистическими, магическими средствами спасать своих близких от, например, заблуждений или от каких-то конфликтов, что там еще бывает. Но на самом деле карта эта очень хорошая, главное, чтобы вы правильно услышали ее совет. Вот мы сейчас с картами рассказали, какой вы должны быть по отношению к семье. К своим близким, естественно, должны быть очень мудрой в первую очередь. Не надо ругаться, не нужно капризничать, не нужно обижаться или ревновать. Это все, весь этот мусор, конечно, полностью исключен. Жрица молчит, жрица думает и влияет очень-очень незаметно. Кстати, если сейчас нужны советы по каким-то тактикам, практикам манипулятивным в семье, это манипуляция молчанием, не словами, а молчанием. По факту, если вы задаете вопрос про дом, например, перееду, не перееду, поменяю дом, не поменяю, куплю квартиру или нет, по факту, вот так вот объективно, эта жрица ничего не сообщает.
То есть все первое, второе, третье, все, что я перечислила, может произойти. Самое главное все-таки это вот та самая главенствующая, какая-то вот особенно отдельная роль, ваша роль, вот положение в семье. Вот так вот. То есть давайте эту карту здесь расценим в основном как совет. То есть материнство, еще раз материнство. Что бы для вас это слово ни значило. Дальше любовь. Любовные вопросы не крупная тройка жезлов могли бы выдать нам и покрупнее что-то, да? А пятый дом, друзья, тельцы, благая судьба, любовь, дети, увлечения, в общем, все, что мы в своей жизни можем назвать или посчитать благом. Все, что нам приносит удовольствие, это пятый дом. И здесь просто тройка жезлов говорит, а все продолжается. Вот все продолжается. Вот все, что вас радовало, все, что вас увлекало до этого сентября, и в сентябре тоже будет продолжаться. То есть отличные новости, правда, если у вас прекратилась или прервалась любовная история. Вот она продолжается. Если речь идет о творчестве каком-то, которое вы отложили, задвинули, вот оно продолжается. Ваши, опять же, дела, связанные с детьми, устройство их куда-то на учебу, обустройство их жизни, быта, бюджет, это все тоже продолжается, потому что дети, подросшие, это тоже пятый дом. Вот. Такая хорошая, оптимистичная тоже выпадает как совет и советует вам все продолжать. Важно ведь нам, да, когда мы задаем вопрос Вселенной, ангелам, стоит ли мне за что-то бороться или чего-то ждать. Вот тройка жезлов как раз говорит, все продолжайте. То есть сейчас лучше действовать на тему любви. Ну что значит действовать на тему любви? Например, если у вас есть отношения уже сейчас, и любимый человек с вами рядом, то продолжайте отношения. Вот вы сомневаетесь, нужно ли вам это, да, может быть, нам расстаться или прекратить. Нет, продолжайте. То же самое о браке. Если вы сейчас спрашиваете тоже, там, стоит ли мне разводиться, например, разъезжаться, что-то. А тройка жезлов говорит, нет, продолжайте, какие-то новые горизонты, новые возможности появляются у вас. Если вы одиноки, но ищете новую любовь, все-таки верите, что она придет к вам, то тройка жезлов говорит, продолжайте поиски, вы, вероятно, на правильном пути, вот, все делаете. Главное не остановиться. Вот, тройка жезлов – это тот момент, когда важно не остановиться и все продолжать. По тройке жезлов как будто бы второе дыхание появляется у человека. То, что вы уже готовы бросить, во что вы уже не верите, например, это может быть, да, часто с романтическими историями такое бывает. Тут как будто бы перезагружается и двигается в каком-то направлении. Все-таки давайте я достану сюда в пятый дом тельцу дополнительную карту, пожалуй, да? Еще один совет или еще одно предсказание пусть будет у вас. Нам никто ведь этого запретить не может. Это же наш с вами канал, это наш с вами расклад. Подпевает этой тройке, видите, шестерка кубков. Шестерка кубков, по ней тоже все возвращается. Поэтому самые большие надежды, самые большие возможности, самые большие, да, планы тельцы связываете с возвращением любви, возвращением любимого человека. Возвращается доверие, возвращается какое-то тепло. Вообще шестерка кубков – это всегда... Ну вот послушайте, я изобрела новое слово. Это не одиночество. Представьте, не одиночество вместе пишется, да? Вот. Вы не будете одни. Потому что вот возвращается что-то утраченное. Кто-то, кто ждет нового знакомства, может подумать, что это плохие новости. Как это возвращается, а я не хочу, я хочу нового человека. Новое знакомство тоже очень даже возможно. Но будет оно настолько
изначально доверительным, знаете, милым, то есть человек-то новый вам встретится, а чувства вы испытаете к нему очень-очень теплые, привычные, и скажете, что как будто бы знали его всю жизнь. То есть в любви какая-то вот, в любви, в творчестве, в детях какая-то идеальная безмятежность у тельцов, вот идеальная, знаете, прекрасно. Ну, чего не скажешь о работе. Вот ваша работа, 6-й дом, 4 мечей, это остановка, забор, затор и какая-то дистанция. 4 мечей говорит, что тельцы со своей работой окажутся на время, естественно, я надеюсь, что не на целый месяц, разлучены. Это отпуск, например. Отпуск в сентябре, так звучит романтично. Но проблема в том, что это отпуск внеплановый, вынужденный. Это тот самый, например, неоплачиваемый отпуск, в который вас отправляют, потому что что? Потому что компания, там, производство остановилось. 4 мечей вообще рекомендует тельцам в сентябре не так уж много работать. Потому что, видите, все-таки Вселенная вас сейчас вынуждает отдыхать и хочет вас, вашу прыть, вот эту профессиональную, немножко удержать, поддержать. А и вы ей не мешаете, то есть надо отдыхать. Не получается сейчас что-то на подвиги кинуться профессиональные. Отдыхаете, это единственная допустимая и правильная ваша какая-то позиция. 4 мечей в целом советуют на работе не торопить никакие события. Если даже у вас не получается выйти на новую работу, например, потому что пока вам вот этого выхода не назначают, например, или пока еще не принято решение о том, что вас выбрали, тоже не нужно нервничать. Используйте это время для себя, для саморазвития, для банального отдыха. В конце концов, поезжайте в ближайший какой-то санаторий и там дожидайтесь радостных, приятных вестей. 4 мечей. Карта сама по себе не опасная, но она становится опасной, когда люди не слушают ее советов. То есть, например, что может быть, да, вот у вас какой-то профессиональный проект или в бизнесе проект не идет, а вы сделали все невозможное и все-таки его пробили, выбили себе. Вот тогда будет для вас провал, потери, слезы, потому что вы слишком самовольно обращаетесь посылами судьбы. 4 жезлов в партнерском доме, партнерство и счастье в браке, говорит о том, что рядом с тельцом в сентябре будет очень-очень подходящий человек. Вообще в партнерствах любых. Чаще это, наверное, романтические партнерства. Иногда это партнерство в бизнесе. В партнерстве вам удивительно везет, искушающе везет. По 4 жезлов все сходится в одной точке. Это, например, может быть портрет вашего нового знакомого, вашего какого-то нового жениха. Как его описать? Да, карта хоть и не фигурная, а нам все равно все понятно, потому что 4 жезлов – это идеальная практическая гармония. Все сошлось в одном человеке. Как по заказу. Рост, возраст, вес. Образование, социальный статус, доходы. Вот 4 жезлов, она такая. Она тоже как колесо фортуны, тоже про счастливые перемены, но она более все приземляет, все делает каким-то таким утилитарным, понятным. Поэтому все-таки, видите, в партнерском доме 4 жезлов не просто так. Это к свадьбе, это к счастливому знакомству, это к образованию пары, которой никто не мешает. Интересно, что по 4 жезлов всегда образуется пара, знаете, такая явная, открытая. Она никогда не опишет вам отношения, которые нужно скрывать, потому что может быть кто-то против. Нет. Это очень незамутненная история. Это такой абсолютный, понятный, вечный праздник между мальчиком и девочкой. Карта к тому же денежная, поэтому от вашего партнера можете ждать выгоды, практическую помощь и, безусловно, подарки. А также карта не случайно здесь сложена в колесико. Развеселые дороги она обозначает. То есть
с любимым человеком по его, наверное, приглашению или по его предложению куда-то поедете. И тройка с бубенцами звенит. Вот если нам нужно какое-то сопровождение звуковое для каждой карты выбирать, то для четверки жезлов это та самая тройка с бубенцами, которая везет свадьбу, да, и слышно. Этот обычай, он сохранился отчасти и сейчас, я имею в виду машины, да, свадебный кортеж, вот они гудят, это вот как та тройка и те бубенцы. Поэтому нечто весьма многообещающее в личной жизни тельцы получается, весьма. Но не обойдется у вас без конфликтов-то получается, да, без проблем-то никак же вот не получается. Вот он, 8-й дом ваш, сюда попадают большие деньги, соответственно, разные ваши сделки и гонорары, разовые выплаты, долги, кредиты. Ну и вообще 8-й дом называется испытания. Он перечисляет испытания, которые вот человеку выпадают. У тельца в сентябре есть испытания. Испытание сугубо, наверное, эмоциональное, ну какой-то, в общем, большой конфликт. Дом денежный, поэтому, конечно, этот конфликт по большей части касается именно денег. Но скажу я вам, не бегите от него, от этого конфликта, не бегите, потому что он нужный, он по поводу, и он очень-очень многое разъяснит, очень вам даст такую хорошую, понятную проекцию на будущее. То есть, может быть, и больно будет в моменте, зато разберетесь с деньгами, разберетесь там с долгами, разберетесь с какими-то людьми, которые, опять-таки, вам должны. Ну, испытание – это вещь, опять же, очень, понятие очень субъективное. Для кого-то испытание – это действительно ссора, например, с близким человеком, а кто-то легко такое выдерживает. Поэтому, да, конфликт из-за денег вам выпадает необходимый, какой-то вот такой вот неизбежный. Возможно, вам придется себя даже показать с некрасивой стороны. У любого человека есть, вы знаете, оборотная некрасивая сторона, которую мы тщательно, культурно прячем, но иногда ее нужно доставать, вот, и вам придется достать. И это связано с деньгами. Приготовьтесь. Как-то мирно, какой-то крупный денежный вопрос не удастся решить. Я прошу прощения, я достану тоже дополнительную карту, еще одну, вот в 4-й домик. Я хочу уточнить, не будет ли, с чем будет связана эта ссора, этот конфликт. Нет, предположила было, что... То есть мы исключим, что этот конфликт будет не с близкими людьми, не с вашими родственниками, нет, ни в коем случае. Дома как раз любовь и процветание у вас. Этот конфликт вряд ли связан с вопросами недвижимости и вашей собственности, то есть там продажи, покупки, да, квартира какой-то. Это нечто такое стороной идущий, абстрактный. Но далее 9-й дом – это уже, естественно, путешествия, дальние дороги и учеба для тельца. И вот как прекрасно все. Обратите внимание, карта император. Крупная, старший аркан. Она, ну, во-первых, это мужчина. Это такой персонифицированный образ мужской энергии. Энергичный мужчина вам выпадает в образе учителя, какого-то духовного отца, наставника, покровителя. Этот человек не близко. Он же не выпал вам на работу, например. То есть это не ваш непосредственный начальник, ни в коем случае. Это не ваш приятель. Это и не ваш любовник. Это вот человек, скорее, на которого вы хотите походить, и которому хотите подражать, которого хотите слушать и слушаться. То есть приход вот того самого учителя с большой буквы У. Поэтому планируйте в сентябре начинать учебу. Будет какой-то человек, который знает и научит вас. Дорога, если о дальней дороге речь идет, пожалуй, что тоже
собираетесь. Однако император предполагает дорогу не увеселительную, а только ответственную, взрослую, может быть, скучную. То есть это дорога на работу, да, дорога, чтобы заработать, дорога, чтобы поучиться, дорога, чтобы получить доступ к каким-то карьерным высотам и так далее. То есть по императору вы можете отправиться просто в какую-то завидную, высокооплачиваемую командировку. В любом случае, если вы не планируете в сентябре не ехать никуда, не учиться, то пересмотрите свои планы. И то, и другое будет как-то для вас, для вашей карьеры очень хорошо. Тем более, что вас ждет карьерный рост. Вот несмотря на то, что мы у Тельца увидели временную какую-то остановку в работе, а в 10-м доме у вас туз жезлов. Все сошлось. 10-й дом – это ваша профессиональная карьера, и туз жезлов – это ваша профессиональная карьера. Вам выпадает назначение на новую должность. Это буквально качественный скачок в вашем социальном статусе. Вот вы назывались так, ваша должность называлась так, у вас на табличке перед вашим кабинетом было вот одно написано, а теперь уже будет что-то совсем написано другое, да, и кабинет какой-то другой. Поэтому даже если вот выход на новую работу, например, у вас задержится, тоже не торопите события, зато, когда все-таки это свершится, случится, это будет очень мощный шаг именно к карьере. Тельцов ждет вот такой карьерный прорыв, возможно, приход нового, даже какого-то авторитета, естественно, собственного. И приятно, что, посмотрите, по бокам с этим тузом жезлов у вас император с императрицей выпадают. Это 9 и 11 дома, во всех случаях это люди, которые от вас очень-очень далеко. Даже если это начальство, то это какое-то далекое руководство компании. Это не люди, с которым вы в кабинет каждый день заходите, да? Это очень хорошее окружение. То есть мы видим для вас карьерный и социальный рост, прям вот, знаете, такой лавинообразный рост. Вот. Через покровительство или через продвижение, как минимум через советы каких-то людей, очень влиятельных, но которые, в общем-то, от вас далеко. То есть вы можете получать предложения по бизнесу, например, с такими картами. Можете получать предложения о бизнесе, крупные заказы, заказчики, крупные сделки какие-то идут. Это распоряжение в отношении вас высшего руководства или собственников компании, в которой вы работаете. Естественно, вот этих людей нужно, если не искать, придут-то они сами, то как минимум не игнорировать. Карты советуют вам вот эти вот коллективные интересы или коллективные вот эти влияния как бы издалека очень даже замечать. Вместе вот эти карты, видите, 9, 10, 11 дом говорят, что в сентябре Телец окажется кому-то там наверху, да, в верхах, кому-то очень нужный. Очень нужны вы будете, понимаете, да? Заметят вас, куда-то подтянут, поднимут. То есть это вот прям действительно назначение на новую должность. Тогда с такими картами можно и больничный перенести, и что-то отложенное, и вынужденный отпуск и так далее. А, собственно, перед вот этим вот карьерным скачком, естественно, вы какое-то время же не работаете, да, вам же нужно отдохнуть, собраться с силами или кого-то, или чего-то подождать. Но вообще 11-й дом – это слава, популярность, известность, это вообще жизнь в группах, поэтому это ваши подписчики, это люди, которые хотят вам следовать, это люди, для которых вы являетесь образцом. Видите, императрица – это снова рост авторитета, это внимание масс, которое к вам приковано, это ваше влияние, это ваши очень сильные позиции, более сильные, чем, например, там, прежде, да, в какие-то предыдущие времена позиции. Поэтому, если вы сейчас ищете славу, популярность, известность, если вам действительно нужно внимание к вам, то перспективы сентября очень-очень хорошие. Далее, 12-й дом, он, знаете, называется злой демон, потому что сюда попадает все. Либо незаконное, либо тайное,
либо опасное, преступное и так далее. Вообще это ваше подсознание, то есть это то, что неосознанно живет где-то очень-очень глубоко. Это ваши кошмарные сны, комплексы опасений. Вот все, что я перечислила в предыдущем абзаце, к вам в сентябре не имеет ни малейшего отношения. Девятка пентаклей в 12 доме сообщает, что тельцы будут практичными, рациональными и очень-очень ясно будут видеть свои цели. И будут очень хорошо считать свои прибыли. То есть никаких, по крайней мере, новых подозрений или таких вот мучительных страстей у вас абсолютно не родится. Вы будете последовательно идти к своим целям, которые у вас были, которым вы шли до этого. Все достаточно хорошо. Если мы подведем итог увиденному, мы скажем, что тельца ждет отличный месяц, ну просто блестящий, очень состоятельный, состоявшийся по деньгам, месяц изобильный для дома, потому что здесь есть семейные идиллии, идеальные взаимоотношения между родителями и детьми, какой-то процветающий семейный бюджет. Этот месяц грозит очень теплой любовью или возвращенной любовью. В этом месяце будет возможность увидеть, наконец, там, подходящего партнера или рассмотреть, насколько этот человек, вот ваш партнер, вам подходит. Ну и, пожалуй, тоже знаменательное это вот такой вот карьерный рост. Причем он какой-то коллективный, он у вас идет вместе с другими людьми. Вы как будто бы устремляетесь к вершинам профессиональным, каким-то таким вот с людьми, с группами людей. Месяц процветания действительно для тельца. Да, очевидный конфликт. Здесь есть для вас очевидный конфликт, очевидно связанный опять-таки с деньгами, с какими-то. Но в центре колесо фортуны. Понятно, что это самая счастливая карта в колоде Таро. Колесо фортуны говорит, что очень многое поменяется. Но вы, наверное, и сами успели почувствовать. Сентябрь-то уже начался. Вы ведь уже ощущаете вот эти вот вибрации, легкое дрожание почвы под ногами, да, как будто бы то самое вот колесо фортуны катится, чтобы для вас многое поменять. Это время перемен, перемен по большей части счастливых. Даже если вам так сразу не покажется, то не гневайте судьбу, все равно на нее не жалуйтесь. Колесо фортуны, как большой такой вот радикальный совет, тельцу рекомендует не слишком, в общем, вмешиваться в ход событий. Карты у вас выпадают крупные, поэтому все лучшее, что с вами в сентябре случится, конечно, найдет вас само или уже почти нашло, стоит на пороге. И все будет хорошо, если вы не станете особо этому сопротивляться, если вы не будете проявлять вот тот самый суперконтроль. Доверьтесь судьбе, пусть судьба выбирает за вас. Спасибо.